Hare Krishna. Hare Krishna. So we have a new translator today. У нас будет новый переводчик на этой лекции. Aniruddha is sick and Yasamadinana didn't know that Aniruddha is sick. Анируddha Прабhu заболела, и Шамадинана не знала, что он заболел. So, and I think it was only yesterday that the devotees came to know that I was coming, so Yasamadinana doesn't even know that I'm here. И только вчера преданные узнали, что я приехал, поэтому, наверное, Шамадинана не знает, что Махарадж приехал. Sham is going to try and do his best, and you can help him with this. Вам придется терпеть мой перевод, если он станет невыносимым, а то Баларам Прабhu мне выделит. Okay. So Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 12, I think it's text 21, 17 to 21. So you can read the translation of text 17, 18, 19, 20, and then 21 I'll do the Sanskrit. Okay? Я прочитаю. You will read these verses and then Yeah. Well, just read the translation from there. Which chapter? Chapter 12, text 17 to 21. I will do the Sanskrit of text 21. You can just read the... Я прочитаю перевод текстов с 17 по 20, и потом Махарадж прочитает санскрит 21 стиха. Да, это там. Итак, Шримад Бхагаватам, песня 8 глава 12, текст 17. Шукадева Госвами продолжал. Произнеся эти слова, Господь Вишну, личность Бога, исчез, а Шива, оставшись вдвоем с Умой, начал взором повсюду искать Господа. Текст 18. Наконец, неподалеку, в леске, где росли деревья с пурпурной листвой и множество разных цветов, Господь Шива увидел очаровательную девушку, игравшую с мечом. Она была одета в яркое сари, а талия ее была Плохо слышно, да? А талия ее была перехвачена поясом. Текст 19. Мяч то падал на землю, то подскакивал, а ее нежные, красноватые, словно коралл стопы, все время были в движении. При этом ее полные груди раскачивались, а хрупкая талия под тяжестью грудей и гирлянд из цветов грозила переломиться на каждом шагу. Текст 20. Дивной красоты огромные, живые глаза этой девушки двигались, ибо взором она следила за мечом, отлетавшим от ее руки. На ее гладкие щеки падал голубоватый отблеск от сверкающих серег в ее ушах, а разметавшиеся по лицу волосы делали ее облик еще более привлекательным. Text 21, that's on the board now. The Vishal Daska. 21 текст на доске, вы можете следить. Slata Dukula Kavarim Vichuta Sanayatim Rama Kalena Bhaguna Vinignate Anya Kalena Kandukam Vimohayante Jagat Atma Maya Slata
Slatha dukulam kabarim cha vichuta. Sanayatim vama karena valguna. Vinignate manya karena kanduka. Vimoyantim jagat atma maya. Slatha dukulam kavartim cha vichutam. Sanayatim vama karena valguna. Vinignate manya karena kanduka. Vimoyantim jagat atma maya. Slatha dukulam kabarim cha vichutam. Sanayatim vama karena valguna. Vinignate manya karena kanduka. Vimoyantim jagat atma maya. Пока она играла с мечом, ее сари стала разворачиваться, а волосы распускаться. Грациозными движениями тонкой левой руки она пыталась завязать волосы, а правой рукой продолжала играть с мечом. Эта картина приковывала к себе взоры всех, ибо сам Верховный Господь проявлял таким образом свою внутреннюю энергию. Комментарий. В Бхагавад-гите 7.14 сказано: «Давих еша гуна мои, мама моя дуратия». Внешняя энергия Верховной Личности Бога необычайно могущественна. Ее различные проявления пленяют всех обитателей материального мира, как Господь Шамбу, Шива, не подвластен чарам внешней энергии. Но поскольку Господь Вишну пожелал очаровать и его, он побудил свою внутреннюю энергию действовать так, как действует его внешняя энергия, пленяющая обыкновенные живые существа. Господь Вишну способен свести с ума кого угодно, даже такого могущественного полубога, как Господь Шамбу. Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Sarvarupa Gadamayam Dadati Sarvadantikam Vandeham Shri Guru Shri Udapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sarvajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sadevam Sadvaitam Savadutam Vaishana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Shakaritam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopishna Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishamatu Sute Devi Namani Haripe Vanchakalpa Tarvesha Viva Sindhu Vyasha Paridana Pavadebhyo Vaishnavyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Slatha
Kulam kabarim chavichutam Salayatim bama karina volguna Benignatim anya karina kandukam Vimoyantim jagat atmamaya. So we hear in this chapter, we are reading how even Lord Shiva got befriended by the form of Mohini Murti. В этой главе мы читаем о том, как Господь Шива был очарован этой формой Мохини Мурти. Mohini Murti is described as one of the many incarnations of the Lord. Мохини Мурти перечисляется среди множества воплощений Господа. God can appear in any form. Господь может проявиться в любой форме. One of the characteristics of the Lord is that He is inconceivable. Одно из описаний Господа, одно из Его качеств, это то, что Он непостижим. He can appear in a human form like He often does. Он может появиться в человеческой форме, как Он часто это делает. He can appear in half man, half lion. Или Он может появиться в образе наполовину человека и наполовину льва. He can appear as a boar, as a tortoise, Или Он может появиться как вепрь или черепаха. as a brahmana who stretches his leg and covers the whole earth with one footstep. Или как браман, который одним шагом покрывает всю землю. Or as a very beautiful woman that He appeared in the form of Mohini Murti. Или в качестве прекрасной женщины, как Он это делает, проявляя форму Мохини Мурти. Now you have already read in the previous chapters that why the Lord appeared in the form of this beautiful woman known as Mohini Murti. В предыдущих главах вы уже прочитали, почему Господь появился в этой форме Мохини Мурти. In the form of Mohini Murti, the Lord bewildered the demons because who had taken the pot of nectar from the demigods. Он появился в этой форме, чтобы очаровать, сбить с толку демонов, для того, чтобы отнять у них нектар, который те украли у полубогов. So Lord Shiva had heard about this incarnation of the Lord as Mohini Murti. И Господь Шива услышал о том, что Господь проявил эту форму Мохини Мурти. One thing to understand about the incarnations of the Lord is that the incarnations are all explained and listed in the scriptures. Therefore, we only accept those incarnations are genuine who are listed or mentioned in the scriptures. В Писаниях перечисляются все воплощения Господа. Если вы хотите разобраться, подлинно это воплощение или нет, нужно обратиться к Писаниям. In today's environment, it is very common for people to claim to be incarnations. В современном мире очень часто кто-то объявляет себя инкарнацией. I was taking part in an interfaith conference recently, and one of the speakers told me, "Why do you say there's only one Krishna?" Я недавно участвовал в одной конференции межрелигиозной, и один человек сказал мне: почему вы думаете, что есть только один Кришна? He said, "We can all become Krishna. Why is there only one Krishna?" Он сказал, что каждый из нас может стать Кришной, а не то, что существует только один. I said, when the Lord appears, He performs superhuman activities. Can you perform them? Почему, если одна личность проявляет какие-то сверхчеловеческие деяния, другие не могут этого? So I mentioned various superhuman activities.
that were performed by Krishna. I mentioned several superhuman activities that were performed by Krishna. Махарадж упомянул или напомнил о некоторых из сверхчеловеческих деяний Кришны. Like lifting Gopal on a hill, showing the universe in his mouth. Как Господь поднял холм Говардхану или показал всю вселенную в своем рту. And he said, we may not have done it today, but that doesn't mean we can't do it tomorrow. И он ответил, что, может быть, сегодня мы не можем это сделать, но что мешает нам сделать это завтра? So I said, how many years do you want? 30, 40 years? I'll give you. You guarantee me after 40 years you live to go that hill? Махарадж ему сказал, что сколько лет вам понадобится, чтобы натренироваться в поднимании холма Говардхана? 30 или 40? Пожалуйста, давайте вы отдадите гарантию, что через 40 лет вы поднимете холм Говардхана. Then he had no answer. И он промолчал, ответа не было. So there are many people who claim their incarnations, Есть but we accept only those that are listed in the scriptures as bona fide. И есть очень многие люди, есть очень много людей, которые объявляют себя воплощениями Господа, но мы принимаем только те, которые перечислены в Писании. There are different categories of incarnations of the Lord. Есть очень много разных категорий воплощений Господа. There is a Purusha Avatar category, where the Lord incarnates in his Purusha incarnation to create the universe and maintain the living entities. Одна из категорий это Пуруша аватары, в которой Господь появляется, чтобы поддержать или создать этот мир. There is a Guna Avatar, Shaktavish Avatar, Leela Avatar, Manvatara Avatar. Есть гуна аватары, лила аватары, шактивеша аватары, манвантара аватары. There is Yuga Avatar. Есть юга аватары. So there are different categories of incarnation. Есть множество разных категорий воплощений Господа. Nothing is inconceivable for the Lord. И ничего не является невозможным для Господа. He can plant a seed that later on matures into a huge banyan tree. Он может посадить семя, из этого семени вырастет огромное баньяновое дерево. So the Lord is inconceivable. That is a summary of the devotees. А Господь непостижим, и это заключение преданных. The Lord is the greatest. No one is equal to or above him. И Господь велик, нет никого, кто был бы равен ему или более велик, чем он. As you will see in this chapter, even Lord Shiva acknowledges there's no one greater than the Lord. И в этой главе вы увидите, что Господь Шива сделает такой же вывод, что нет никого более великого, чем Господь. Even though Lord Shiva is a very powerful demigod. Даже несмотря на то, что Господь Шива очень могущественный полубог, Still he acknowledges the supreme position of Krishna. все равно он отмечает верховное положение Кришны. Lord Shiva, in the earlier verses of this chapter, has established Krishna as the Supreme Lord. И даже в более ранних, в предыдущих главах Господь Шива отмечает верховное положение Господа. We see the Bhagavatam, the powerful demigods, all acknowledge Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И мы видим в Бхагаватам, что все великие полубоги отмечают это верховное положение Кришны. That's the nature of a devotee, to always glorify the Supreme Lord. Таково положение преданного всегда прославлять Кришну. Those who want to become free from the samsara of birth and death know that the process of devotional service is the only real medium. Тот, кто хочет вырваться из круговорота рождения и смерти, должен понимать, что процесс преданного служения – это единственный метод.
So the Bhagavatam is nothing but a prayer book. И Шримад Бхагаватам это сборник молитв. Just like here Lord Shiva says, my dear Lord, you're completely free of the material modes. Как, например, в этих стихах Господь Шива говорит, что «Мой дорогой Господь, ты полностью свободен от материальных гун». The three modes, but the Lord is completely beyond the material modes. Существует три гуны, и Господь полностью свободен от их влияния. The Lord is full of transcendental bliss. Господь исполнен трансцендентного блаженства. The Lord is always blissful, prasanatma. Господь, Он прасанатма, Он исполнен трансцендентного блаженства. But this is transcendental bliss, not material bliss. Но это не материальное блаженство. The two types of bliss. One is material bliss, the other is transcendental bliss. Есть два вида наслаждения блаженства. Материальное и трансцендентное. What is the nature of material bliss? И какова природа материального наслаждения? It can end at any time. Оно может прекратиться в любой момент. Вы согласны? Согласны? In the Nectar Devotion, Rupa Goswami discusses three different sources of happiness. В нектаре преданности Рупа Госвами описывает три различных источника счастья. Happiness derived by material activities, happiness derived as a result of impersonal realization, happiness derived by the process of devotional service. Счастье, исходящее от материального наслаждения, счастье, исходящее от обретения освобождения, и счастье в преданном служении. So he says that the nature of material happiness is it can end at any moment. И вот это материальное счастье может прекратиться в любой момент. Just like you remember the tsunami disaster that took place in December. Все вы помните это разрушение, которое стало следствием цунами в декабре. Yeah? Our memories are very short in Kali Yuga. Память, она очень такая недолговечная в Кали-югу. Yes? We forget very fast, Мы очень быстро забываем все. especially disasters. Особенно вот эти катастрофы. So the tsunami disaster struck in many parts of the world, but many parts of the world it struck where people were on holiday. И вот эти разрушения, они приходят в разных частях мира, и иногда это случается на выходных, как бы. Во время каникул случилось такое цунами, это катастрофа. For example, one of the casualties in the tsunami was the Prince of Thailand. He was surfing. Surfing gives great pleasure. I was just in America and I saw in so many places people were just surfing. They really get a thrill in surfing. И одна из вот таких, как бы, шуток судьбы было то, что принц Таиланда, он катался на волнах, вот этот виндсерфинг. И я часто видел, особенно в Америке, как люди наслаждаются, катаясь на волнах на этой доске. So he was surfing, and all of a sudden tsunami came, and he got lost. И во время его катания по волнам как раз на остров обрушилось цунами, и он исчез. Then there's an island called the Maldive Island, where the tsunami struck, in Thailand. Это цунами обрушилось на один из островов Таиланда, Мальдивские острова. So people had booked 1 year in advance to go
for a holiday in the Maldive Island. И люди планировали на год вперед время, когда они отправятся на Мальдивы. The tsunami came, and all those beaches where people were enjoying on the beaches of Thailand, Sri Lanka, Maldives, they were swept off. И все, кто находились в момент этой катастрофы на пляже в Таиланде, Мальдивах, Шри-Ланке, их просто смыло. So I'm just giving you this example to show how material bliss that we endeavor for, it can end at any time. И я рассказываю вам это для того, чтобы проиллюстрировать, как материальное наслаждение, к которому все так стремятся, может прерваться в любой момент. Because many times when we talk about the temporary nature of material life, we, so influenced by false ego, think, oh, this is just the propaganda of the spiritualists to scare us. И когда мы наслаждаемся так называемым блаженством материального мира, мы думаем, что все это пропаганда, которая... Spiritualists, of the spiritualists. Это все пропаганда духовных людей для того, чтобы напугать нас или прервать наше счастье. They say, these sadhus, they just want to scare us. They don't know what material life, how enjoyable it is. Они думают, что эти саду, они просто пытаются пугать нас в то время, как мы получаем настоящее наслаждение. So, material, Rupa Goswami says the nature of material happiness is, it is short-lived, it can end at any time. И Рупа Госвами объясняет, что материальное счастье, оно кратковременно и может оборваться в любой момент. And the process, the happiness derived by impersonal realization, he says, is tiny. А счастье, которое люди получают, обретая освобождение, оно просто крошечное. But the happiness obtained by serving the Lord is unlimited. Но счастье, получаемое душой, которое служит Господу, безгранично. Someone may say, but doesn't the transcendentalist also meet death, get old, get diseased? Кто-то может спросить, а что трансценденталисты, духовные люди не рождаются, не умирают, не стареют и не болеют? Yes, he does. Да, с ними это тоже случается. The laws of material nature cannot be counteracted by either the spiritualist or the materialist. Никто в этом мире не может избежать законов этой природы. But there's a big difference. Но разница огромная. The spiritualist knows that miseries are unavoidable. Духовные люди понимают, что все эти страдания неизбежны. So he prepares by following the path given by God. И они подготавливают себя с помощью пути, данные Господом. When you're sick, who do you go to? The doctors. Если вы больны, вы куда идете? К врачу ведь, правильно? Yeah. So the doctor tells you what's wrong with you. И врач, он объясняет, что не так у вас. And he gives you the cure. И предлагает лечение. But does the doctor not fall sick? Но разве доктора не болеют? He also falls sick. Они тоже болеют. But he knows the cause of the disease. Но они знают причину болезни. So anyway, this is just a mundane example. Это все такой материальный пример. The point of the devotee, even in the extreme the situation, is fully content. Но смысл в том, что преданные в каждой ситуации они понимают, что происходит. Just like our godbrother Bhakti Tirtha Swami passed away recently. Как недавно наш духовный брат Бхакти Тиртха Махарадж оставил этот мир недавно.
He was a great Vaishnava. Он был величайшим вайшнавом. But even though it was diagnosed he had this disease, he was totally content because he was engaged in chanting the names of the Lord. He was in bliss. Но когда он узнал о том, что ему поставили этот диагноз, что он смертельно болен, он был полностью сконцентрирован и сосредоточен, чтобы подготовиться. He was engaged in chanting the names of the Lord, hearing the glories of the Lord. He was fully content. He wasn't even thinking about his disease. Он воспевал имена Господа, слушал о Господе. Он был полностью сосредоточен в сознании от того, что из этой болезни ему нужно быть готовым. Every day he was engaged in talking Krishna Katha with devotees to the last moment. Каждый день до последнего мгновения он обсуждал игры Господа с преданными. So, as a transcendentalist, he knows that material life is full of miseries, and the only real cure is adopting to spirituality, regardless of which ashram one will be in. А трансценденталисты знают правду этого мира, и они принимают этот путь преданного служения вне зависимости от того, в каком ашраме они находятся. I've seen this in many cases where Vaishnavas, even though they had some disease, they knew that they were going to leave the body after some time, but they were fully content. They were just happy to just be engaged in chanting and hearing. Я часто видел, как преданные, несмотря на никакие болезни и какие-то ситуации, они были очень сосредоточены в том, чтобы повторять, слушать о Кришне. So Lord Shiva told the Lord, "You are full of transcendental bliss." И Господь Шива говорит Господу, что ты исполнен трансцендентного блаженства. So what is this? What is the implication of this statement for you and me? For us. И на что указывает это высказывание Господа Шивы? We being as part and parcels, we are also entitled to the transcendental bliss. Будучи неотъемлемыми частичками Господа, мы также наследуем это трансцендентное блаженство. Just like if your father is a millionaire, then the son also stands to inherit the fortune if he is obedient to the father. Как, например, если отец миллионер, то сын, он автоматически наследует его богатство, разделяет это богатство в том случае, если он послушный сын. But many times you see, if the child is not obedient to the father writes him off the will. Но иногда случается в том случае, если сын восстает против отца, отец его вычеркивает из листа наследников. So, if we are obedient to the laws of the Lord, we are also entitled to the transcendental bliss because we are his part and parcels or his children. И также вот в наших отношениях с Господом, поскольку мы его неотъемлемые частички, мы разделяем его блаженство в том случае, если мы его послушные, верные дети. Now Shiva also said, you are the supreme cause, the cause of all causes. Господь Шива говорит также, что ты высшая причина всех причин. So the Supreme Lord is the cause of all causes. This point should be clearly understood. И это очень важно понять, что Господь является причиной всех причин. And the Supreme Lord is the ultimate sanction-giving authority for everyone. И также Он высший дозволяющий, как бы высшая инстанция, которая дает позволение
на все в этом мире. Lord Shiva says that everyone is dependent upon you for the realization of the results of his activities. Господь Шива говорит, что все зависят от Тебя, Господь, чтобы получить последствия, нужные последствия деятельности каждого. So the Lord is present in everyone's heart as the Paramatma. Господь присутствует в сердце каждого как Параматма. The two birds sitting on a tree, one is enjoying the results and the other is just witnessing. Дается пример двух птиц, которые сидят на одном дереве, и одна поедает плоды, а другая просто наблюдает за этим. And the eating bird is trying to enjoy. The other bird is just watching and waiting. When will this bird turn towards me? И одна птица наслаждается, поедая эти плоды, а другая птица смотрит и думает, наблюдает и думает, ну когда же она повернется в мою сторону? And when the eating bird turns towards the Lord, towards the Paramatma, then the Paramatma guides him accordingly. И когда вот эта поедающая плоды птица обращается к своему другу, другой птицы, к Параматме, то Параматма начинает вести и давать необходимые наставления. There are 5 causes of action. Есть 5 причин деятельности. This is explained in the Bhagavad Gita 18th chapter. В 18 главе Бхагавад-гиты это объясняется. One is the body. Одна причина это тело. Then is the endeavor you make. Другая это усилия, которые вы прилагаете. Through the medium of the body we make the endeavor. С помощью тела мы прикладываем какие-то усилия, стараемся что-то сделать. Then you have the various senses through which we operate. У нас есть набор чувств, с помощью которых мы действуем. The place of action. Другая причина это место совершаемого действия. And ultimately the super soul. И другая это сверхдуша. They say man proposes, God disposes. Есть известная поговорка, что человек предполагает, Господь располагает. You heard that? Слышали эту поговорку? Man proposes, God disposes. Поговорку человек предполагает, Господь располагает. Actually it is man proposes and Paramatma disposes. На самом деле в нашей трактовке человек предполагает, а Параматма располагает или дозволяет. Because the Lord is present in everyone's heart as the Paramatma and He is the ultimate sanctioning authority. Господь, находясь в сердце каждого в качестве в виде Параматмы, дозволяет совершаться чему бы то ни было. So Lord Shiva glorifies the Supreme Lord in very wonderful prayers that you have read in the earlier verses of this chapter. Итак, Господь Шива прославляет Господа в разных текстах, которые вы уже прочитали в предыдущих главах. He says that the supreme knowledge personified. In other words, the Lord is the source of the highest knowledge. Он говорит, что Господь это олицетворение знания, или иначе Он источник всего знания. Therefore Krishna says, Mata taparatam danyat kinchidasti dhananjaya. There is no truth higher than me. Господь говорит в Бхагавад-гите, что нет истины выше, чем я. The knowledge emanating from the Lord constitutes the highest truth mankind can possibly learn. Знание, исходящее от Господа, это знание, это самое высшее знание из всего, что только может осознать человек.
So Lord Shiva had heard about this incarnation of Mohini Murti. Итак, Господь Шива услышал об этом воплощении Махини Мурти. For example, in text 12 of this chapter, Lord Shiva has said that I have heard about your various incarnations, including the incarnation of Mohini Murti. Господь Шива Including. Господь Шива говорит в 12 тексте этой главы, что я слышал обо всех твоих воплощениях, включая воплощение Махини Мурти. And he says that you have exhibited all these beautiful forms, incarnations, due to your transcendental qualities. И благодаря своим трансцендентным качествам ты проявляешь все эти разнообразные воплощения. And he's requesting the Lord, please may I have the privilege of seeing this particular incarnation of yours. И он молит Господа, пожалуйста, позволь мне увидеть это особое воплощение Твое. So the Lord, because he was requested by Lord Shiva to also reveal to him the incarnation of Mohini Murti, he obliged Lord Shiva and proceeded to display. Ishwaras. Because Lord Shiva requested the Lord to reveal the form of Mohini Murti, поскольку Господь Шива попросил Господа проявить эту форму Махини Мурти, the Lord obliged him and proceeded to reveal this incarnation. Господь позволил ему и проявил ее впоследствии. So the Supreme Lord obliged his devotee Shiva by displaying this form. Obliged. He fulfilled his desire. И Господь исполняет желание Господа Шивы, проявив эту форму Махини Мурти для него. Now the Lord can appear, as we said earlier, in any form. Итак, мы говорили ранее мы говорили, что Господь может появиться в любой форме. And this form of Mohini Murti was a particular incarnation of the Lord to attract the asuras who are very lusty and full of material desires. И эта форма Махини Мурти была явлена Господом для того, чтобы очаровать демонов, которые очень похотливы. Those who are very lusty, have no control of their senses, they always get attracted by the opposite sex. Те, кто очень похотливы и не могут контролировать чувства, испытывают притяжение противоположным полом. So the Lord, after hearing the request of Lord Shiva, he immediately disappeared from the scene and then transformed himself in the form of Mohini Murti. И Господь, услышав просьбу Шивы проявить эту форму, исчез внезапно и через некоторое время появился в качестве Махини Мурти. In the purport, Prabhupada mentions, he quotes a very famous verse of the Bhagavad Gita, text 14 of the 7th chapter. И в комментарии Шрила Прабхупада приводит известный текст из Бхагавад-гиты, 14 текст из 7 главы. Who knows what is that text? Text 14 of the 7th chapter. Кто знает, как звучит этот текст из 7 главы, 14 текст? Anybody know? Huh? Devi Shakana Mamai, Mama Maya, Duradaya. Mama Vyame Prabhajanti, Maya Metam Tarandite. This is a very famous verse of the Bhagavad Gita. Это известный стих из Бхагавад-гиты. Most devotees, many devotees have memorized this. How many of you have memorized this verse? Кто на память знает этот текст, поднимите руки.
2, 3, 4, 8. 8. Okay. Всего 8. So Krishna is saying in this verse, this material energy of mine is very difficult to overcome. И Кришна говорит в этом стихе, что мою внешнюю энергию очень трудно преодолеть. Material energy consisting of the three modes is difficult to overcome. Материальную энергию, состоящую из 3 ум, очень трудно преодолеть. Many times devotees say, "Oh, Maya is so strong, what to do?" Преданные часто расстраиваются. Майя такая сильная, что же мне делать? Is that right? Is it правда? Бывает. Maya is strong or weak? Как вы оцениваете, сильная Майя или слабая? Strong, boy. I thought in Russia that Maya was weak. Я думал, что в России Майя не такая сильная. Maya is strong and it's getting stronger. Майя очень могущественная и становится еще более могущественной. Thanks to internet. Спасибо интернету. And thanks to technology. И спасибо технологии современной. At one time you wanted to see a movie, you had to go to a cinema hall. Теперь, если вы хотите увидеть фильм, вы можете... Раньше, если вам нужно было посмотреть фильм, вы отправлялись в кинотеатр. Now you don't have to go to a movie hall. Теперь You can watch it on television. вы включаете телевизор и смотрите. You don't have to go to a nightclub now. You can watch it. You can get the nightclub on internet now. И в ночной клуб можно не ходить. Включаете интернет, и вы в ночном клубе. And now they've gone a step ahead. Now in the new cellular telephones, you're going to have access to movies, videos, TV channels. И теперь вы можете с помощью интернета... No, cell phone. Вы даже с помощью мобильного телефона можете смотреть фильмы, получить доступ в интернет. So the point... No, I said films, videos, TV. So the point is the Maya is definitely getting stronger. Так, можно видеть, что Майя становится еще более сильной. That's the nature of Kali Yuga. Это природа Кали-юги. People's interest in spirituality is on the decline, and interest in material activities only increase. Количество людей, которые стремятся к духовному, уменьшается, а те, кто стремится к материальному, их количество увеличивается. So maybe we are wasting our time here. Может быть, мы тут время зря тратим с вами. Maya is so strong. So what are we doing over here? We are always telling you to fight Maya. Майя ведь очень сильная. Что же мы тут делаем? То, что мы делаем, это означает вызов Майи. So Krishna gives us the solution. И Кришна, он дает решение. He admits this divine energy of mind consisting of the three modes is difficult to overcome. Он говорит, он замечает, что эту мою энергию, состоящую из 3 ум, очень трудно преодолеть. But Krishna says, but one who surrenders to me, he can overcome the influence of the illusory energy. Но он говорит, что тот, кто служит мне, кто предается мне, сможет выйти из-под влияния этой иллюзорной энергии. So the Supreme Lord has innumerable energies. Всевышний Господь обладает бесконечными энергиями. Especially divided into three categories: external, internal, and marginal. Их подразделяют на 3 категории: внешняя, внутренняя и пограничная. We, the living entities, belong to the marginal energy. Мы, живые существа, относимся к пограничной энергии. The true world belongs to the external energy. Материальный мир – это внешняя энергия. And the spiritual world is part of the world of internal energy. А духовный мир – это часть
внутренней энергии Господа. Now, in this verse, Krishna says, Devi Esha Gunamai. Guna also means a rope. В этом стихе Господь говорит о Деви Хеша Гунамай. Гуна значит веревка. And we are all bound by the rope of illusion. И все мы связаны этой веревкой иллюзии. There's a rope called the rope of illusion. Это веревки, эти веревки называют веревками иллюзии. And the rope of illusion is all of us tied very tightly. И этими веревками все мы связаны очень крепко. Our eyes are tied, our legs are tied, our hands are tied. Наши руки связаны, ноги связаны. What is it tied by? What is it tied by? Чем они связаны? The rope of illusion. Это веревками иллюзии. Now if you are tied with your hands, legs, blindfolded, can you manage to untie yourself? Итак, вы связаны, руки, ноги, глаза завязаны у вас. Можете развязаться сами? Can you? Можете? No, your hands are tied, your legs are tied, Все у your вас mouth is your mouth is tied. кляп во рту у вас. The rope of illusion has blinded us, our mouth is tied, ears are tied, how can you untie yourself? Во рту кляп, уши заткнуты, глаза завязаны, руки, ноги, все связано у вас. You need somebody who's untied to come and untie you. Нужен кто-то, кто освободит вас, развяжет. Кто уже развязаны, у кого, кто свободен от веревок. Согласен? Согласны? So you need Krishna or his representative who are untied to come and untie you from the rope of illusion. Так вам нужен Кришна или его представитель, который развяжет, освободят вас от веревок иллюзии. Therefore Krishna says, the material world is no doubt a difficult place, difficult to overcome. But if you surrender to me, then you can overcome the influence of illusion. Итак, Господь Кришна говорит здесь, что без сомнений из этого мира очень трудно выбраться, но те, кто предаются мне, смогут освободиться от этих веревок иллюзий. So Krishna offers us a hope. Not only does he offer us a hope, he guarantees the result if we follow his plan. Кришна дает надежду. На самом деле не только надежду, он гарантирует освобождение от этой иллюзии, если мы будем следовать его наставлению. In other words, if we follow the path given by the Lord and explained and elaborated by his representatives, then by following that path, you will have the strength to discriminate between what is right, what is wrong. И если мы будем следовать пути, указанным Господом и объясненным или как бы уточненным его представителем, у нас появится сила, чтобы различать, что правильно, а что нет. But this will give you the intelligence by which you can discriminate what is detrimental for spiritual advancement, what's helpful. Это даст вам силы различать, что разрушительно для духовного продвижения, что благоприятно. So, we should be happy to get the rope that binds us untied. И мы должны быть счастливы, что те веревки, которые связывают нас, они будут удалены. Therefore we turn to
Guru, Sadhu and Sadha Shastra as a means to untie us from the ropes of illusion. И мы должны обращаться к гуру, саду и шастрам, чтобы освободиться от этих веревок иллюзий. Even Arjuna was bewildered. Даже Арджуна находился в заблуждении. In the second chapter, Arjuna said, I'm confused about my duty, so please instruct me. Во второй главе Бхагавад-гиты он говорит, я не знаю, в чем мой долг, пожалуйста, наставь меня. So they get confused, it's nothing new. Так что вот это заблуждение, это не что-то новое. The conditioned soul continues to get bewildered by a variety of thoughts, ideas. Обусловленная душа часто попадает в заблуждение из-за разных мыслей, идей. But the confusion can be removed by proper association and direction. Но эта иллюзия может быть устранена благодаря правильному общению и нужным наставлениям. The confusion needs to be cured, tamed. Это для заблуждения от него нужно излечиться, избавиться. And the process is taking direction. И решение в том, чтобы получить правильное указание. Krishna is guaranteeing us that if we follow his path, we will be able to overcome the influence of the illusory energy. Кришна говорит нам, что Guaranteeing us. гарантирует нам, что следуя его пути, его указаниям, мы освободимся от влияния иллюзорной энергии. So we have to have faith. Нам нужно иметь веру в это. But how do we make our faith strong? Но как укрепить нашу веру в это? We have faith in devotional service, but unfortunately, we also have faith in Maya. У нас есть какая-то вера в преданное служение, но также у нас есть и вера в Майю. Мы доверяем Майе. Согласен? So we have faith in both. А мы и в то, и другое вкладываем нашу веру. That's the problem. В этом вся проблема. Это наша проблема. We have faith in what we hear, then we also have faith in our material senses. Мы верим, слушая, но также мы доверяем нашим чувствам. So we have to practice the process of devotional service to increase our faith in Krishna's instruction. Поэтому нам нужно практиковать преданное служение, чтобы больше верить наставлениям Кришны. All these sources of so-called sense enjoyment, they are a material and spiritual liability. All these sources of material enjoyment are a source of material and spiritual liability. Liability. Yeah, it's a burden. Okay. By engaging in activities against the laws of God, we have to feel the repercussions materially and spiritually. Okay, Ishwar. И то, что мы не следуем наставлениям Господа, это становится для нас и материальным, и духовным бременем. All the traditional sources of material enjoyment that people are experimenting with, they don't satisfy the individual. Plus, they make you liable for the act you perform. Вот это материальное наслаждение, которым охвачены люди, оно становится тяжким бременем
Да, и не приносит никакого удовлетворения чувствам. I was reading yesterday, flying from England. I was reading an article that showed how more and more people are getting into drugs, and every new type of drug they're getting into is far more severe than the previous grade of drugs they were using. Я читал статью об Англии, о том, как люди все больше и больше привязываются к наркотикам, и каждый вновь придуманный наркотик, он все более и более тяжелый и все более связывает человека. The latest in the drug, I forgot that name I read. It makes you mentally dead after a few years. Один из последних разработанных наркотиков, после нескольких лет его использования, мозг человека отключается буквально. So when you engage in activities of sense enjoyment, you are a loser materially and spiritually. Так что, занимаясь наслаждением материальных чувств, мы теряем все, и материальное, и духовное. So the one who is intelligent understands that by pursuing this path of material sense enjoyment, I'm not going to be happy. И тот, кто разумен, он понимает, что из-за материальных наслаждений я не буду счастлив. So Lord Shiva is actually considered the greatest of Vaishnavas. Господь Шива считается одним из величайших вайшнавов. At no point should he be considered to be an ordinary personality. At no point should he be considered to be an ordinary personality. Никогда нельзя считать его обыкновенным существом. But Lord Shiva also got bewildered by this Mohini Murti incarnation of the Lord. Но даже Господь Шива был сбит с толку этим воплощением Мохини Мурти. So, but Lord Shiva acknowledges in the end that how he got bewildered and his object of meditation is the Supreme Lord. И Господь Шива отмечает здесь, в конце он отметит, что даже он был сбит с толку то есть даже он был сбит с толку объектом своей медитации Всевышним Господом. So the solution is very simple, as you've heard many times. Решение очень простое, как вы уже много раз слышали. We're not revealing to you any new plan. Мы никакой новый план не предлагаем вам. We're not revealing to you a new hidden secret. И не сообщаем здесь вам какой-то только что открытый секрет. We've heard this many, many times and we hear it every day. И вы слышали это много раз, более того, вы слышите это каждый день. Our defense against the rope of illusion is devotional service. Избавление от веревок иллюзий — это преданное служение. As we execute devotional service, you get a higher taste. И выполняя преданное служение, занимаясь преданным служением, вы получите более высший вкус. And as you get a higher taste, you get the strength to give up what is illusory. И получив этот высший вкус, вы можете оставить все иллюзорное. Illusory means that which is not real. Иллюзорно означает то, что нереально. And spiritual association, hearing and chanting, gives us the strength to come to that realization. И духовное общение, слушание и воспевание дает эту силу оставить иллюзорное. Hare Krishna. Hare Krishna. So,
Our translator did the best he could, but it's not an easy job to translate. Переводчик старался изо всех сил, одним словом, но это было очень непросто для него. He learned. It was very good, he learned. Вопрос. Лекция еще не закончилась, поэтому вы подождите с фруктами. Yes, I'm ready. He's asking, what is the difference between the Mahini Murti form shown The demons and to Lord Shiva. There's no difference. Разницы нет. Между формой, которую между формой Махини Мурти, явленной демоном, и Господу Шиве, нет разницы. Lord Shiva wanted to see this incarnation of the Lord. Господь Шива хотел увидеть это воплощение Господа. А почему Господу пришлось задуматься? Ну, то есть, когда он хотел ему явить эту форму, ему пришлось задуматься и подумать, как вот привить это для Господа Шивы. Why did the Lord have to think before showing this form to him? He only showed this form because Lord Shiva requested it. Вопрос был в том, почему Господь задумался перед тем, как показать эту форму. Ответ в том, что Господь показал эту форму, потому что Господь Шива попросил это сделать. Была ли разница в мотиве Господа Шивы, когда он показал Of course, there's a big difference. Вопрос русский потом. Был бы ответ Махараджа, что, конечно, огромная разница между этим. Lord Shiva is the greatest of Vaishnavas. Господь Шива величайший из вайшнавов. So Lord Shiva really wanted to see this inconceivable incarnation of the Lord. Господь Шива, он просто хотел увидеть эту непостижимую, удивительную форму Господа. Yes. But one thing is, in the material world, even the demigods can get bewildered. Но смысл в том, что в материальном мире даже полубоги могут быть сбиты с толку. Therefore we take shelter of the Supreme Lord who can never get bewildered. Поэтому нужно принять прибежище у Господа, который никогда не бывает сбит с толку. Yes? Почему духовная энергия, она действовала как внешняя, а внешняя Lord Shiva wanted to see that incarnation, therefore the Lord revealed it. Nothing is impossible for the Lord. Give the lecture after Gaurarati. That's okay. А вам удобно, если лекция начнется в 6, или нужно начать позже? 6. Okay, because there's a new restriction. Да, у нас здесь есть сложности с въездом и выездом. The guards won't really let it go after 8 o'clock. После 8 часов у них там сложности они создают с выездом и потом въездом, поэтому лекция будет в 6. At 8 o'clock you have to finish, otherwise
You'll have to sleep over here in the open parking lot. А 8 часов мы закончим программу, или вы тут будете на стоянке все спать? This morning you were coming by car, the guards didn't let the car come in, so we had to go in circles and come walking. Этим утром мы приехали, и охрана старта не пустила Махараджа, ему пришлось идти пешком оттуда. So what I'll do is I'll take your questions in the evening lecture, is that okay? Давайте все остальные вопросы, я отвечу на них вечером. Any other questions from that side? А там еще есть вопросы, что-то? А завтра нет. We'll announce about tomorrow morning in the evening lecture. Сегодня лекция будет вечером и завтра утром. No, we'll announce about tomorrow morning. А сегодня вечером мы объявим, будет ли лекция завтра утром или нет. Okay? All right, Krishna. А дальше вы будете